Ребятки, всем привет! Сегодня у нас на обзоре робот-пылесос от компании Roventa Explorer серия 50. Итак, давайте мы посмотрим комплектацию. Первое, сам робот-пылесос. Во-вторых, док-станция к нему. В-третьих, 3 тряпочки. Кейс для воды. Щеточка, чтобы убирать всякие волоски с ножиком, очень удобная и полезная. Да, и в принципе на этом все. Ну, конечно же, куча бумажек. Могу сказать, что этот робот я вам рекомендую к покупке. Это достаточно обычный, примитивный, простой робот. У меня была одна задача, чтобы робот въезжал именно в гараж. Да, я себе построил такой вот гараж специально для робота, который должен был его спрятать. Передняя часть робота имеет черную заглушечку, которая, конечно же, прозрачная. Там находятся все возможные датчики, которые позволяют роботу двигаться по вашей территории. Время работы данного робота 120 минут. Да, и я скажу, что 100% он 120 минут может выездить. Почему? Потому что он у меня один раз заблудился, и он убирал мою квартиру, ну реально 2 часа. 120 минут он убирал, вот 100%. И потом он себе успешно понял, что аккумулятор, наверное, на исходе, и вернулся на док-станцию. Что касается док-станции, в инструкции написано, что док-станция должна стоять на 1,5 метра по бокам и 2 метра перед. Да, это сделано для безопасности, я думаю. Но у меня док-станция стоит вообще в гараже, как я уже сказал ранее. Поэтому, что касается расположения данных роботов, я думаю, они все плюс-минус одинаково работают в каких-то укромных местах. Я думаю, что это вполне реально. Главное, чтобы был заезд, подъезд к этим док-станциям вашей бытовой жизни, да, чтобы туда никто не поставил портфель, грубо говоря, и не перегородил просто тупо заезд. Что касается алгоритма работы данных роботов, хочу сказать, что он простой. Он выезжает с док-станции и начинает по спирали, да, зигзагами просто нарезать круги. Потом, после того, как он зигзагами прошел все комнаты, все пространство, которое ему удалось найти, туда заехать, он берет и объезжает по периметру всю квартиру. Я хочу сказать, что данные роботы, они всегда ездят каждый раз как в первый раз. Почему? Потому что он каждый раз выезжает и каждый раз рисует разные полосы. Да, за ним можно следить, есть приложение. Вот я немножечко заскринил те маршруты, которые проезжает данный робот, и как вы можете посмотреть, они абсолютно разные и имеют абсолютно разный алгоритм. Что касается общих каких-то характеристик и понимания, как этот алгоритм работает, я понял для себя, что данный робот, это очень видно, когда вы включаете данное приложение именно на планшете. Почему? Потому что на планшете просто видно вот больше пикселей в самом планшете, да, больше экран. И эти пиксели прям очень сильно отображают конечные точки работы. Когда он упирается в какую-то стену, он ставит точки. Когда он закончит свою работу и будет уже возвращаться на базу. Может быть, немножечко замедлить свою скорость и как бы аккуратненько подъехать под стену, развернуться и поехать обратно, или может просто влететь в ту стену. Непонятно, почему так. Алгоритмы работают еще раз по-разному. У него на переднем бампере есть отбойник, который работает на амортизаторе. На этот отбойник я наклеил, это дверной уплотнитель обычный, что он достаточно хорошо помогает, и я очень рекомендую уплотнитель всем клеить. Почему? Потому что он, когда ударяется, он может, ну там через полгода вам просто повредиться или сам, потом пластмасска у вас будет такая побитая, или там может быть что-то где-то поцарапать именно с мебели. Это очень тоже неприятненько. Поэтому робот тыкается со стороны в сторону и ставит точки, как бы сказать,
опорные, опять же, и ищет лазейку, чтобы куда-то выехать. Потом, когда он все вот эти вот точки по периметру поставил, именно он понимает, что он убрал все и может быть где-то куда-то возвратиться. Такое тоже было. Поэтому он может где-то какое-то пространство просто тупо пропустить. Это тоже такое бывает за ним. Но скажу в общем, это очень хороший помощник. Кстати, к баку. Бак имеет емкость 400 миллилитров. Ну, как бы это ничего не говорит, потому что там пыль набивается. И после там 2-3 дней очень рекомендуется его чистить. Вообще рекомендуется чистить каждую уборку, но я чищу раз, 2-3 дня. Мне это достаточно хватает. Фильтра используется HEPA, потом идет поролоновый фильтр. Что касается надежности данного робота, я вам ничего не могу сказать. Он у меня 2 месяца. У меня он работает отлично, проблем с ним не было. И как только он что-то зажевывает и не имеет куда дальше двигаться, он останавливается, начинает пикать. Если долго, какое-то время вы не обращаете на него внимания, он просто выключается. И когда он делает полный круг, он выключается, пылесос, сам турбина всасывания, она выключается, и робот просто посередине комнаты он старается выехать на ту траекторию, куда ему нужно ехать, чтобы запарковаться. Что касается парковки, так как у меня уже 3-й раз говорю, у меня док-станция стоит именно в гараже в пуфике, у меня он бывает не находит с первого раза, но такого, чтобы он не нашел, вообще не было. Он может поехать, что-то не попасть на контакты, насколько я понимаю, по траектории просто, развернуться, уехать, еще раз заехать, там 1, 2, максимум 3, там может быть 4 раза такое было, что вот несколько подходов делал, но в результате он всегда находил свое место и как бы без проблем. Еще есть такая функция, что уборка по спирали, да, то есть что это значит? Это значит то, что вы можете взять робот физически, поднять его, поставить там, грубо говоря, где у вас там что-то просыпалось, нажать кнопочку на телефоне, что уборка по спирали, и он будет по спирали вот так вот, типа нарезать вот такие вот круги. Данный робот, как я понял, измеряет расстояние не именно по датчикам, а именно по тому, как крутятся колеса. Вот почему-то так мне показалось.
Что касается габаритов, ну, главное, что нужно знать, что высота данного робота 8 сантиметров, и он очень круто проезжает под тюлью. Если бы была бы башня, вот за что я говорил в самом начале, что почему плюс, то нужно было бы тюль поднимать еще выше. Почему? Потому что те датчики, которые использует данный робот, они находятся в середине передней панели, да, то есть где-то на расстоянии, ну, грубо говоря, если 8 сантиметров, то где-то на половине, там, 4 сантиметра. А если было бы вот эта вот башня, то это было бы на высоте, там, 9 сантиметров. И, соответственно, все вот эти вот преграды, которые он проезжает в роли тюли, или что-то там где-то у вас висит, должно быть выше, да, почему? Ну, потому что просто лазеры ходят и вас туда просто не пустят. Что касается режима влажной уборки, да, он, конечно же, есть, но он такой более маркетинговый. Почему? Потому что, ну, это не влажная уборка, это, грубо говоря, протирка влажной тряпкой всю квартиру. Но опять же, у меня он работает 3 раза в день, и 3 раза в день ты не будешь, вот не будешь ты стирать и менять ему тряпочки вот эти, потому что, ну, это, во-первых, смысл я не вижу вообще никакого. Во-вторых, он нормально убрать ничего не сможет, потому что он достаточно быстро едет. Ну, для меня, мне кажется, он быстро едет. Я бы, если бы делал, что разные варианты скорости. Но это опять же софт. И опять же, как бы цена маркетинга и денег. Поэтому я данной функцией именно влажной уборки не пользовался ни разу, потому что, ну, честно говоря, это бесполезная функция. У меня он ездил неделю просто с тряпочкой снизу и как бы просто протирал пол. Ну, особо разницы, чем просто пылесосить, я не вижу. Более того, он когда заезжал на вот этот вот коврик и разворачивался, получается, его вот эти вот тряпочки немножечко загибались, ну и потом как-то такое, ну, так не должно быть, в общем. Поэтому я их снял нафиг. Крепление, кстати, такое себе, оно просто защелкивается на 2 защелках пластмассовых, и если неаккуратно его снять, ты можешь просто тупо его поломать. Поэтому от греха подальше я его снял, тем более оно мне, ну, действительно не нужно. В общем, давайте подытожим. Мне этот пылесос очень сильно зашел. У него есть огрехи, во-первых, по софту, во-вторых, по алгоритму работы. Но свою задачу он выполняет. Он у меня реально проработал 2 месяца без проблем. Он достаточно хорошо убирает, и к нему претензий нет. Да, он может что-то пропустить, но как бы ты можешь опять нажать на приложении старт, и он пойдет убирать еще раз. И, ну, как бы это не составляет проблем. Это лучше в любом случае, чем убирать это руками. Пишите свои комментарии, у кого данный робот или роботы данной модели. Какие проблемы у вас, может быть, были, или ваши отношения к данному роботу. Потому что все люди читают, пишут, и всем интересно посмотреть и послушать именно много людей, не только меня. Поэтому пишите свои комментарии о опыте использования, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, свои лайки. И если у кого-то есть возможность давать мне технику на обзор, пожалуйста, под данным видео будет электронная почта, с которой можно будет со мной связаться и договориться об сотрудничестве. Поэтому всем удачи, всем добра, мирного неба над головой, и все будет Украина. Все, всем пока-пока.